Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку необыкновенно легкое, воздушное творожное печенье. У нас в Германии по традиции это печенье чаще всего печется на Пасху. Поэтому я пеку это печенье сегодня уже в пасхальной тематике. И, конечно же, его можно испечь просто к чаю. Оно необыкновенно легкое и вкусное. Печенье это готовится очень просто и очень быстро. Из традиционного немецкого творожного теста на растительном масле. Тесто это даже не содержит яиц. Печенье бюджетное получается посредством. Тесто это готовится очень просто и очень быстро из самых простых и доступных продуктов. Тесто получается необыкновенно воздушным, легким, чем-то очень по вкусу напоминает дрожжевые булочки. То есть вот такое оно уникальное, это тесто. Очень легкое, вот такое вот необыкновенно воздушное оно получается. Итак, здесь у меня 440 грамм обезжиренного пастообразного творога. Если у вас нет пастообразного творога, следует обычный творог пробить блендером, либо же перетереть через сито. К творогу добавляю щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара, 160 грамм сахара. Все это сейчас перетираю просто до однородности. Сахар здесь на этом этапе не разойдется, это нормально, просто до объединения массы. Добавляю туда сейчас 200 грамм, говорю именно в граммах, растительного масла без запаха и 160 миллилитров молока комнатной температуры. Молоко и творог у нас комнатной температуры. Все это перемешиваю сейчас до однородности и чтобы полностью разошелся сахар в этой массе. Вот на данном этапе уже нужно, чтобы сахар растворился. Все это можно замешивать в тестомесе. В тестомесе будет более гладким, естественно, это тесто. Я буду показывать, как вообще без всякого миксера можно замесить вот такое тесто. Здесь у меня 780 грамм муки. Добавляю туда 24 грамма разрыхлителя. Все перемешиваю. Просеиваю сейчас все это просто в жидкую смесь. Здесь я перемешивать сейчас буду это тесто такой плотной силиконовой лопаткой. На начальном этапе его можно также перемешать деревянной лопаткой. Если у вас есть тестомес, все это можно делать, опять же, повторяюсь, в тестомесе. В тестомесе тесто будет более гладким, но показываю вот такой самый элементарный вариант. Перекладываю сейчас сразу на рабочую поверхность. И повымешиваю это тесто я сейчас минуты 3. Дольше его месить не нужно. Оно, когда перестанет уже липнуть к рукам, объединится полностью, уже оно будет готово. И можно уже начинать его раскатывать и вырубать из него нужные нам фигурки. Вот такое вот тесто у меня получается. Оно уже не липнущее к рукам. Тесто воздушное, очень хорошее, очень вкусное. В него можно добавить и цедру лимона, и цедру апельсина, и ароматизатор рома. Если добавить ароматизатор рома, оно будет по вкусу очень напоминать дрожжевую выпечку, это тесто. Знаю уже из многолетнего опыта. Тесто я сейчас разделила на 4 части, мне так просто будет удобнее работать. 3 части я убираю сейчас под пленку, просто на столе оставляю. Ничего в холодильнике я здесь не охлаждаю. Просто работаю дальше. Раскатываю я сейчас тесто в пласт 5-6 мм. Не толще, но и не тоньше. Здесь валиком для теста я слегка вытягиваю это тесто просто из-за того, что тесто очень эластичное и оно немного сжимается. Скалкой не так удобно это раскатывать. Тем более вот у меня скалка такая с ограничителем. Сейчас она у меня выставлена на 6 мм, эта скалка. Вырубаю сейчас первыми вырубками. Сразу говорю, что это печенье не нужно делать мелким. Оно может быть даже очень крупным. То есть, допустим, на Пасху делаются зайчики вплоть до 15 сантиметров. Это нормально из этого теста. У меня здесь в среднем 8-9 сантиметров мои вырубки. А вы смотрите уже по своим вырубкам. Перед тем, как поставить выпекаться первую партию печенья, я смазываю каждую печеньку сливочным маслом. Убираю выпекаться. Сейчас по температуре я скажу далее. Сейчас я подготавливаю смесь желтка с молоком. Этой смесью я буду потом покрывать вторую партию печенья. То есть на один желток я беру 3 столовые ложки молока. Отставляю пока что в сторону. И раскатываю дальше. Вот это у меня уже второй шарик теста. Мукой здесь можете припылять, как вам нравится. То есть не нужно бояться здесь припылять поверхность мукой и само тесто. Раскатываю опять в пласт. Вырубаю теперь вот таких птичек, типа уточек, что-то у меня здесь такое. То есть вырубки все крупные. Вырубаю вырубками
пасхальные яйца также. Итак, первая партия у меня отпеклась. Горячее печенье я сразу смазываю сливочным маслом. И еще в горячем виде только что смазанное печенье я обваливаю в сахаре. Вот это традиционная подача этого печенья у нас в Германии. В таком виде к Пасхе оно продается в булочных, в кондитерских. Продается в виде зайчиков. Конечно, очень крупные эти зайчики. Здесь мы готовим такой домашний вариант. Сразу говорю, кто не пробовал, это печенье по вкусу не похоже на пряники. Больше оно напоминает сдобную дрожжевую выпечку. Отставляю пока в сторону, чтобы остывала первая партия. Вторая партия я также смазываю. Здесь я тесто раскатала тонко. Вот так вот я вам разламываю, как вот первое печенье у меня отпеклось. Вот такие вот они пышные получаются. Необыкновенно нежные, легкие, воздушные. Тающие буквально во рту печенье. Вторая партия отпеклась. Также покрыла сливочным маслом. Также обваливаю сейчас в сахаре. Можно зайчиков делать, то есть все как вам нравится. Я сделала еще третью партию, я просто здесь не вошло в кадр, но я думаю, это и так понятно. Также я обваливала в сахаре, также я покрывала сливочным маслом и отставляю остывать. Четвертую партию печенья я уже смазываю желтком. Кисточку для желтка, так как здесь печенье, а не булочки, нужно брать тоненькую, конечно, маленькую. Не нужно здесь смазывать силиконовой кисточкой это печенье. Выпекать я сейчас буду при температуре, все печенье я выпекаю при температуре 180 градусов Цельсия, без конвекции. На среднем уровне в моей духовке 11 минут. И еще 1 минуту, 12-ю, переключаю на режим с конвекцией и также на 180 градусах просто подпекаю еще 1 минуту, чтобы подзолотилась у меня сверху корочка. И все, то есть 12 минут в моей духовке для этого печенья достаточно. Не советую это печенье печь с конвекцией. Ни в коем случае, потому что оно будет у вас высыхать. Это я знаю уже из многолетнего опыта. То есть 1 минуту в конце я подпекаю с конвекцией просто для колеровки, но печенье я пеку без конвекции основное время. Печенье, смазанное желтком, я посыпаю сахарными посыпками. Убедитесь в том, что эти сахарные посыпки у вас не содержат шоколад, что это просто сахарные именно посыпки, потому что шоколад у вас тут же расплавится в духовке. Убираю выпекаться. Следующую партию печенья, пятую уже, я также покрываю желтком. Желток у меня, конечно, здесь останется, но это все на ваше усмотрение, как вы захотите делать. Сахарными посыпками буду покрывать. Сахарные посыпки прекрасно держатся вот так на желтке. Печенье в меру сладкое, оно не приторное получается. Очень советую его готовить. Готовиться проще уже некуда. И это печенье очень хорошо готовить с детьми, с маленькими, потому что тесто не содержит сырых яиц. Чтобы дети не наелись вот этого сырого теста во время приготовления с сырыми яйцами. Здесь безопасно. Мне, когда дети были маленькие, в садике очень часто на День Святого Мартина осенью в ноябре готовится тоже по этому же рецепту печенье в виде гусей. То есть это традиция такая, выпекать в виде гусей вот именно печенье из этого творожного теста. Сразу хочу вам сказать, что это тесто не делайте на оливковом масле. Оно очень интенсивное во вкусе, даже если оно и без запаха. Берите либо подсолнечное, либо рапсовое масло. Я здесь использую рафинированное рапсовое масло. Прекрасно подходит для этого. Цветочки вот так вот можно сделать. То есть серединку я закрываю как бы кондитерской насадкой. Лепестки я покрываю одним цветом. И потом в серединку я уже из ложечки, из маленькой, насыпаю уже другого цвета в серединку цветка. Делается это очень просто и очень быстро. Убираю выпекаться сейчас. Также при 180 градусах 11 минут без конвекции. И 12-ю 1 минуту я допекаю с конвекцией, чтобы подзолотился просто слегка верх. Итак, печенье у меня все отпеклось. Сейчас всем птичкам я делаю вот так вот глазки при помощи шоколада. Здесь понадобится буквально 5-10 грамм шоколада растопленного. Больше не нужно. Вот такое у меня получилось пасхальное печенье. Печенье это не длительного хранения. То есть пару дней оно буквально хранится. Оно воздушное, оно очень легкое. Также его можно в контейнере в герметичном хранить, но недолго. Также, по сути, как мы обращаемся с дрожжевой выпечкой. Что-то схожее в этом есть. То есть это не то, как мы масляное вот печенье привыкли на Рождество выпекать. То есть это печенье такого быстрого хранения и быстрого употребления.
Это можно подарить на Пасху, можно в корзину к куличам положить. Также на Светлой Седмице можно готовить такое печенье. Очень красиво его подарить на подарки, его сразу много, и выпекать его в крупных формах. Видите, какое оно воздушное, какое оно нежное. Печенье это необыкновенно вкусное, я очень советую его готовить. Его очень любят дети. Съедается оно молниеносно, это печенье. Оно как дополнение к пасхальному столу очень хорошо. Оно очень разнообразит пасхальную корзину, когда куличи, допустим, освещать в храме. Оно очень яркое, если его украсить разными посыпками. Можно и шоколадом его украшать, как вам нравится. Здесь разламываю печенье большое в виде пасхального яйца. Посмотрите, какое оно воздушное, какое оно нежное. То есть печенье не похожее на другие. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.